Второе обстоятельство, которое достаточно интересно, это формирование личности Ельцина как строителя вот в этих советских условиях. Он действительно сделал блестящую карьеру. К 30 годам он становится директором домостроительного комбината, одного из лучших в стране. В высшей степени успешный человек, там, со всякими подробностями, вроде того, что его награждают там орденами и так далее и тому подобное. Но дальше начинается его карьера партийного секретаря. Абсолютно типичная картина для Свердловской области. Его предшественник точно такой же, как он, точно с такой же биографией, очень, причем совпадает вплоть до деталей. Ельцин заядлый спортсмен, его предшественник заядлый спортсмен, оба чемпионы там. Этого предшественника звали Яков Петрович Рябов. Это выдающийся политический деятель советского периода. Человек, который позволял себе спорить на уровне политбюро, который ушел в отставку постольку, поскольку не соглашался с тем, как была организована оборона нашей страны, споря там с Устиновым и самим Брежневым. То есть у Ельцина были предшественники такого рода. И вот Ельцин становится секретарем Свердловского обкома в 1976 году. Он становится секретарем обкома тогда, когда с уходом Рябова происходит то, что всегда происходило в советское время. Уходит сильный секретарь, с ним летят все связи. Свердловская область, которая не в состоянии, в которой 3% сельского населения, находится на дотациях. Примерно 40% продовольствия завозится из других областей. Область оказывается в тяжелейшем положении. И вот дальше начинается интереснейшая история, как Ельцин пытается создать инфраструктуру для того, чтобы накормить население. Он припахал Министерство среднего машиностроения, для тех, кто не знает, это то самое министерство, которое занималось созданием атомного оружия, они в Свердловской области коровники строили для того, чтобы накормить население. И вот это когда смотришь эти документы, вообще начинаешь вспоминать, начинаешь думать о том, как мы замечательно забываем наше прошлое. Потому что вот эта вот забота о том, чтобы накормить, там это постоянная попытка разобраться, сколько этого продовольствия, что можно произвести здесь, что требуется в результате длительной переписки вытащить из Москвы, каким образом распределять, простите, чайники, потому что огромная проблема планового хозяйства. Можно создавать сервизы, но сервизы можно запланировать, а вот отдельно чайники требуется специальное политическое решение. Вот это постоянная борьба за то, чтобы в области было хорошо. И действительно, Ельцину, как первому секретарю, удалось сделать Свердловскую область такой, куда ездили из других областей за продуктами. Уровень продовольственного снабжения в Свердловской области был несколько выше, чем в соседних областях. Это, конечно, сразу же жители заметили. Но здесь ключевым моментом стал 1981 год. Вот в 1981 году вы, те, кто постарше, хорошо помнит это время, это предпоследние годы жизни Леонида Ильича Брежнева, когда у нас все по-прежнему, все у нас постоянная стабильность, и ничего, и ветерок не колышется. Ельцин, значит, использует такую форму. По всей вероятности, она пришла в какой-то степени, она была, может быть, неожиданной даже для него. Это встреча с населением. Вот первая такая встреча, которая сделала его, я убежден, политиком, это встреча весной 1981 года со студентами, когда в каждом вузе были поставлены огромные коробки, и там было написано: у тебя есть вопросы, задавай их первому секретарю обкома партии. Этих вопросов там набралось около 5000. Аппарат Свердловского обкома партии, чертыхаясь и проклиная, значит, своего первого секретаря, сидел, писал ответы на эти вопросы. Потом Ельцин отвечал на вопросы студентов, на заготовленные и на вопросы, которые звучали из зала. И вот здесь он впервые почувствовал, в нем, как спортсмене, который привык выступать, в нем все-таки было вот это понимание аудитории, публики. Вот он чувствовал аудиторию.
Ему эта встреча продолжалась 5 часов, и после этого начинается серия встреч Ельцина со всеми категориями, с писателями, с рабочими. Венцом всего этого дела стали пенсионеры. Так как до пенсионеров добраться было невозможно, тогда была организована телевизионная передача в прямом эфире. 81 год. 81 год в прямом эфире 5 часов длилась пресс-конференция Ельцина с ответами, там, заготовленными и так далее и тому подобное. Вот что в этот момент произошло? Вот Ельцин, на мой взгляд, совершил следующее. Он раскрыл тайны политики. Он рассказал о том, как он пишет, что ему отвечает. Он показал, что можно решать и что решать нельзя. Он до известной степени происходило то, что он разложил степени ответственности. И это, конечно, стало тем как бы политическим подходом, который он позже будет широко использовать и в Москве, и позже уже в ином качестве, в качестве председателя Верховного Совета, президента Российской Федерации. И следующий этап. С 1983 года начинаются разговоры о возможности перевода его в Москву. В Москву и хочется, и не хочется, потому что в Москву до него уходили его предшественники, они уходили не ниже, чем секретари ЦК. То, что предлагается Ельцину, это как бы не сильно интересно. С ним долгое время ведутся переговоры, и в конце концов в 1985 году, практически против его воли, там его переводят в Москву. Там интересный эпизод зафиксировал Лигачев, который занимался этим сватовством. Значит, Лигачев тоже не лишенный некоторого такого умения общаться с людьми. Он прямо на улице подошел, когда они шли с Ельциным, подошел к первому попавшемуся человеку и спросил: знаете, кто это такой? Он ответил: как? Конечно, знаем, это Ельцин. И тут же эта женщина, с которой разговаривал Лигачев, говорит: да что, говорит, у нас его в Москву пытаетесь забрать, мы не хотим, чтобы он у вас в Москву. Это написал Лигачев. Действительно, у Ельцина была очень мощная поддержка в Свердловске. Тем не менее, он перебирается в Москву, в 1985 году становится заведующим отделом строительства, а дальше, что называется, назначается на должность первого секретаря МГК. Вот мы очень внимательно, моя коллега, профессор Мария Ярославовна Зезина, очень тщательно анализировала его деятельность в Москве. И вот вы знаете, вот создавалось впечатление, что вот эта вот московская глыба, он не смог там ничего сделать. То есть он проводил пресс-конференцию, он встречался с людьми. Но то, что касается аппарата, практически он не смог добиться никаких изменений. Вот то, что ему удавалось сделать в Свердловске, конечно, в Москве он сделать не смог. И вот это вот разочарование, к которому добавлялся еще конфликт в рамках Политбюро, где вот такая деятельность Ельцина. Я не боюсь слова «популистская», потому что популюс – это народ, и популистская – это далеко не всегда негативное. Уметь разговаривать с людьми для политического деятеля – это важнейшее качество. И это в значительной степени подготовило вот этот вот конфликт, который завершился Октябрьским пленумом 1987 года. Смею уверить вас, что Ельцин не хотел выступать на этом пленуме. Ельцин не хотел выступать на этом пленуме. Выступление было экспромтным, оно было спровоцировано требованием Горбачева выступить. Выступление Ельцина должно было компрометировать его, потому что представьте себе, когда на заседании пленума неожиданно человека вытаскивают на трибуну, он должен говорить. Ельцин говорил, если перекладывая на текст типографских страниц 2 страницы, обсуждение по Ельцину сходу занимает 40 страниц. Причем я могу доказать, как историк, как специалист по источниковедению, что целый ряд выступлений, например, выступление Чебрикова, председателя КГБ, они уже были написаны заранее. Значит, тем не менее, события 1978 года автоматически сделают Ельцина лидером оппозиции.
И с этого времени начинается новый этап формирования Бориса Николаевича Ельцина, связанный со значительной степенью изменениями его личности. Вообще, название, которое было предложено для книги «Человек перемен», оно родилось из-за того, что Ельцин – это действительно человек, с которым связаны перемены. Сын человека, который первый в роду получил среднее образование. Дед которого был абсолютно неграмотный, Ельцин становится крупным организатором производства. Человек, который искренне верил в партию, в идеалы социализма, это совершенно определенно, должен был пересмотреть свои взгляды и развернуться, что называется, в значительной степени совершенно в иной политической директории. Человек, который добивался в свое время расширения власти Советов, должен был в конце концов вступить в эту схватку с Советами, которая закончилась известными событиями октября 1993 года. Человек, о котором говорили, что он никогда не уйдет из власти, который никогда не отдаст власть добровольно, закончил своим декабрьским выступлением 1999 года. В этом смысле, конечно, Борис Николаевич Ельцин – это действительно человек перемен.